дамы и господа, мы рады приветствовать вас в аукционном доме МакДугалс. Сегодня мы представляем вам наши топ-лоты. Перед вами один из них – портрет Николая Фешина «Старуха на сундуке». Работа эта была написана в 10-х годах, то есть перед нами зрелый мастер с классическим набором фешенских приемов. Прежде всего, это грунтовка с замесом высококонцентрированного казеинового клея, который придает работе матовое освещение, поглощая масла и как бы выпячивая красочные пигменты. Работа Фешина написана в то время, когда практически все русские художники обращались к народной теме, обращались к корням в поисках национальной идентификации, с попыткой самовыразить русский национальный дух. Работы на крестьянскую тему мы находим, естественно, и у Малявина, и у Архипова, и у Серебряковой, и у Малевича, и у Петрова-Водкина. Каждый мастер решает это по-своему. Естественно, по-своему это решил и Фешин. Что прежде всего бросается в глаза на этой работе? Наверное, отсутствие деталей. Да, присмотревшись, мы угадываем и кованый сундук, и кровать под пестрым лоскутным одеялом, и пуховые подушки. Но для художника это не главное. Художник знает, что так или иначе его аудитория может себе представить, как выглядит убранство крестьянской избы. Для него важно, чтобы мы с вами сфокусировали на лице немолодой женщины цветовое пятно, подчеркнутое красным платком. Прямо на нас смотрят чуть выцветшие серые глаза под нависшими веками. Видно, что человек этот, смотрящий на нас с портрета, много повидал. Вместе с тем мы видим и крепость духа, и упрямство, и еще желание и намерение преодолевать трудности. То есть перед нами портрет конкретной женщины, и мы верим, что вот именно ее, а не какой-то абстрактный типаж, не какую-то абстрактную идею, символ крестьянства рисовал Фешин. И тем не менее, в отличие от многих других художников, Фешину важно передать не саму картинку жизни, не ее детали, а свое впечатление о России, свое ощущение русского быта и русского бытия. И это и передано в практически невыписанном сером фоне. Да, для Фешина Россия передается серым цветом, но это не давящая серость, не монотонная серость. Это серость, если хотите, светящаяся, она легкая, она переливается разными цветами. И если вы посмотрите внимательно эти каскады, эти сталкивающиеся друг с другом пастозные мазки, кроме серого и коричнево-сероватых тонов, мы видим и вкрапления и зеленого, и желтого, и розового, и белого. И все это как бы переливается, все это несет, безусловно, огромную энергетическую в себе заряд и нагрузку. Тем, собственно, и ценен для нас Фешин, тем, что он заставляет нас чувствовать так, как он чувствовал, и видеть так, как видел он. Как я уже говорила, работа эта написана в 10-х годах, это русский период Фешина, это один из редчайших примеров его больших полотен, поэтому я надеюсь, она найдет место, достойное место в прекрасной коллекции.